Доброго времени суток. Продолжаем разработку мобильного приложения. Получилось мне настроить одновременно и трансляцию экрана, и запись видео, и еще и тестирование на мобилке. Вот. А что было в прошлый раз? В прошлый раз не получалось отправить email и зарегистрироваться в приложении из-за того, что у меня домен был не зарегистрирован. Можно даже больше сказать, он был не куплен. Вот. А как купить домен и как его там зарегистрировать? Можно здесь вот в плейлист зайти и нажать поиск, сайт и Enter. И вот здесь вот будет уже сразу... Ага, это видео по сайту. Ну да, лучше тогда по плейлистам. И здесь по поиску, наверное, сайт. Ну вот. То есть вот этот вот плейлист с 27 видео. Там есть то, что я сделал и повторно не записывал. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся зарегистрироваться в мобильном приложении. И у нас уже обновилась вот эта вот новая почта. До этого она была другая. Сейчас она уже тоже изменилась. Сейчас я... Ой. Так, надо запустить, чтобы вы видели сочетание клавиш и клики мышки. Вот, то есть я ищу, и по поиску оно здесь не находится. Значит, email изменился, мы его меняем. Теперь ищем, находим. Email соответствует. И мы пробуем зарегистрироваться. Используем также ExpoGo. В принципе, вы знаете, что это серия, а не одно видео. Хорошо отрабатывает, то есть появляется внизу менюшка, при клике появляется клавиатура, и оно съезжает вот так вот, зависимо от клавиатуры, чуть-чуть выше клавиатуры, то, как я хотел. Я думаю, равнение здесь налево это правильно и допустимо, или сделать равнение по центру. Да, мое приложение делает, что хочу, да, сделаю равнение по центру. Давайте надиктую это. Я хочу, когда пользователь вводит свой email, чтобы в инпуте текст вводимый, он тоже был по центру, а не равнение налево. Надиктовываю через чат GPT. Знаю, что есть Whisper, не хочу им пользоваться, я не знаю. Так, вот, поменяем вот этот вот момент. Хотя, пока мы здесь его меняем, у нас может отвалиться здесь все. Давайте попробуем по-быстрому натыкать. Далее. Уже сразу все применилось. Он отцентровал. Но приложение, по-моему, зависло. Вернемся назад. Нажмем далее. Да, мне сильно больше нравится реальное устройство по сравнению с эмуляцией. Мгновенно реагирует. Так, что у нас здесь? Красивенько. Мне нравится зелененькое, красненькое. По паролю сразу подсказочки. Есть. Шикарно. Потихонечку мы отлаживаем наше мобильное приложение. Глазик работает. Нажат, отжат. Хорошо. Подтверждение пароля. Так.
наверное, после того, как все условия соблюдены, это должно как-то сворачиваться в одну зеленую галочку, что все условия соблюдены, и чтобы появлялся подтверждение пароля и зарегистрировать, потому что сейчас они спрятаны, не видны, до них нужно листать, а это плохо. Я хочу, чтобы в видимой области, когда пароль вводится, когда, ну, то есть вот визуал сейчас хороший, сделан правильно, и когда я ввожу пароль, я визуально как раз все вижу, что я правильно ввел, какие символы еще остались и какие еще недостатки есть. Но когда я уже полностью соответствую всем правилам по введенному имейлу, по введенному паролю, и все загорелись зелеными, они, я считаю, что должны сворачиваться в одну такую полоску, что все условия по паролю соблюдены. И должен появляться тогда сейчас там, где надо повторно ввести пароль, это поле прячется за клавиатурой, и кнопка «Зарегистрироваться», она тоже прячется, получается, за клавиатурой, то есть к ним нужно листать. Я хочу, чтобы после того, как условия по паролю были выполнены, чтобы второй input, повторите пароль и зарегистрироваться, чтобы они были видны без пролистывания на том же экране. То есть вот так вот свернуть вот эти вот проверочки в одну галочку, и написано там все условия по паролю соблюдены, и появляется вот этот второй input, и кнопка «Зарегистрироваться» видна. Вот попробую сделать так UI-ку. Вот. В принципе, я зашел сюда тестировать, чтобы была валидация почты, но я никак не могу дойти до этого момента валидации почты, потому что здесь постоянно, ну, наблюдаю какие-то моменты, которые меня не до конца устраивают. О, у нас все получилось, но вот... О, покрасил в зелененько, хорошо. Все условия выполнены. Все условия выполнены. Ну, может быть и нормально, да, что не конкретизируется, что это все условия по паролю выполнены. И так уже понятно. Так. Комить. Пуш. Так, давайте глянем и введем сюда повторно. Пароли не совпадают. Ну да, это я надиктовывал. Кстати, это хороший момент. В input пароля не должно быть возможности ввести больше 100 символов. Пусть будет 100 символов. Нужно поставить ограничение по инпуту, что нельзя туда ввести больше 100 символов. Сейчас я туда запихнул огромный-огромный текст.
Ну, это он поправит. И давайте уже оттестируем, работает ли валидация. Хорошо, кнопочка загорается после того, как уже становится все адекватно. Пароли не совпадают. Отлично. Все хорошо. Кнопочка так чуть-чуть прячется, что ее не видно. А так она загорается замечательно. Можно кликнуть. Тут работает, посмотреть пароль. Тут работает. Я доволен. Зарегистрироваться. Так, мы зашли сюда, подтвердить email. И я не знаю, нужно ли нажимать кнопку для того, чтобы подтвердить. Давайте спросим. Сейчас логика такая, что пользователь вначале заходит внутрь приложения и потом нажимает кнопку «Подтвердить почту». Нужно ли делать это дополнительное действие «Подтвердите почту» или автоматически должно уходить письмо человеку на почту? Ну вот какие у тебя мысли по этому поводу? Что ты по этому поводу думаешь? Так, сервер уже шлет письмо автоматически при регистрации. Я это видел. Давайте проверим. Вот наша почта. Да, действительно, что-то пришло. Подтверждение имейла. Тогда зачем мы запрашиваем вот это вот «отправить письмо»? Тогда у нас кнопка «отправить письмо» на email, оно неправильное. То есть надо писать «отправить повторное письмо». И надо уже сообщать, что вам на email такое-то уже отправлено письмо, и нажмите кнопку «Подтвердить email». Тогда вот поменяю вот этот вот текст внутри. Да, хорошо. Ну, то есть сама логика мне нравится. То есть меньше действий пользователей и лучше, быстрее результат. Чтобы это все оттестировать, я думаю, это надо подвыйти назад. И заново туда будет зайти. Этим, я думаю, мы не закрыли приложение. Вот как хорошо видно, что изменено. Мне какая-то хоть иллюзия контроля, хоть эффект наблюдателя. Письмо со ссылкой уже отправлено. Ну, давайте посмотрим сразу уже в приложении. Подтвердите email. Письмо со ссылкой уже отправлено на email. Откройте письмо и нажмите кнопку «Подтвердить email».
А давай дадим еще краткие пояснения, с какого имейла они должны искать, искать письмо, допустим, по поиску. То есть, если они не найдут во входящих, то пусть они по поиску найдут вот такое вот письмо или ищут такое вот письмо в спаме, чтобы они, ну, легко по поиску могли найти. Куда бы это лучше вставить, подумай. Может быть, в конец, не в начало. То есть, если у человека не получилось, то он уже почитает. Почитает в конце. Если получилось, просто кликнет кнопку. У нас не ссылка, а кнопка. Кстати, я видел такую инновацию, что люди также присылают ссылкой, что в имейле написано, если кнопка не работает, то попробуйте кликнуть на ссылку. Давай еще это к нам добавим. Если у действующих уже компаний так написано, значит, они уже лицом поймали какие-то грабли, и давай будем использовать сразу уже их опыт. Так, вот где-то так. Ну что, я вас поздравляю, у нас уже регистрация работает, это уже функционал, то есть что мы сделали, что получилось связать. Я доволен. Получилось связать, получилось создать приложение с несколькими экранами, и уже работает связка, в которой вводимые символы имейла отправляются для проверки в сервак. Если такой логин email уже есть, то предлагается ввести пароль. Если его нету, не существует, он впервые, то тогда предлагается регистрация. То есть это уже мы избавляем... Лично я просто... У меня чуть ли не аллергия на вот эти кнопки зарегистрироваться или залогиниться. Ну почему я должен выбирать? Это что, вот создатели приложений такие неумные, что не могут понять, я их клиент или не их клиент? Ну почему мне надо куда-то тыкать и о чем-то думать? Но это же неправильно. Вот. А пока что сделал вот такой вот. Да, вот, да, уже... как-то в стиле. И получается равнение налево сделал. Так, подтвердите email, письмо со ссылкой уже отправлено на сюда. Равнение по центру. Откройте письмо и нажмите кнопку «Подтвердить email». Давай в тексте будем культурными и вежливыми. То есть, если мы просим выполнить какое-то действие, то пусть это будет через «спасибо», «пожалуйста». То есть, вот, допустим, откройте письмо. Это просьба выполнить действие. То есть, здесь откройте, пожалуйста, письмо. И нажмите, пожалуйста, кнопку «Подтвердить email». То есть, вот, если в тексте мы где-то... высказываем просьбу, то пусть это будет как-то культурно звучать, пожалуйста. Так, равнение уже по центру. Давайте проверим, что у нас тут. Да, равнение по центру. Разделение такой вот линией. Выглядит не сильно красиво, но я больше сейчас за функциональность.
красоту можем потом уже править, когда будет у нас бэкэнд полностью работать. Мне так кажется. Подтвердите email, письмо со ссылкой уже отправлено на такую-то почту, и в конце точка. А там, где написано, что письмо отправлено на такую-то почту, и потом идет email, я думаю, в конце после email точка не нужна. Давай там точку уберем. Вот эта вот точка меня смущает. Откройте, пожалуйста, письмо и нажмите кнопку «Подтвердить email». Тут второго, пожалуйста, не поставил. Ну, окей. Подтверждение нужно для восстановления аккаунта при потере пароля и обязательно для использования приложения. Давай слово «меня» заменим просто на слово «приложение» с большой буквы без кавычек. Вычищаем потихоньку. Отправить повторное письмо. Отправить повторное письмо. Бывает, что люди просто с ошибкой ввели email, и то, что тут было указание имейла, мне нравилось. Они заново прочитают, что... Или хотя здесь уже так вот выделено цветом, поэтому тут более чистая такая кнопка «Отправить повторное письмо». 3 слова выглядит более аккуратно, более профессионально. Если сюда еще запихивать email, то будет уже не так красиво. Это окно закроется автоматически после подтверждения. Не нашли письмо, найдите его, пожалуйста, в почте. Пожалуйста, есть поиском по адресу отправителя и наш email, с которого было пришло это все. Вот мы можем выбрать, скопировать, пройти во временный и проверить. Да, полное соответствие, то есть пользователи смогут найти, по идее. Даже в спаме. Также, пожалуйста, проверьте папку спам. Если кнопка в письме не открывается, кликните, пожалуйста, по ссылке под ней. Давайте отправим повторное письмо. Готово, письмо отправлено на такой-то проект, включая папку спам. Равнение налево, хочу по центру, здесь тоже. Там, где идет уведомление о успешно отправленном повторном имейле, тоже сделай текст по центру. И до этого у нас был такой стиль, что имейл выделялся другим цветом. По-моему, он даже был чуть-чуть жирненьким или таким же размером, но выделялся цветом. Давай будем последовательными. И здесь, там, где написано «Готово», письмо отправлено на такую-то почту, здесь тоже, чтобы email был выделен цветом. И, наверное, тоже точку уберем, а проверьте почту, включая папку спам, наверное, с новой строки будем делать. Такие вот мелочи подчищаем. Ну, как мелочи, то есть из этого все и состоит. Мне понравилось больше выражение, что Бог в деталях. Тогда я попытался продолжить эту фразу, что тогда где же дьявол?
И я для себя продолжил, что Бог в деталях, а дьявол в обобщении. Поэтому если сказать, что все хорошо, все готово, то это вот дьявол в обобщении, а здесь вот, когда мы говорим конкретно, что нужно изменить, то это Бог в деталях. Так, и вот это вот покрасить еще в цвет, и точечку убрать, и на новую строчку. Хотелось бы еще. Вроде бы он отбил. Видите, как хорошо, что мы видим код. И вроде бы применил стиль. Только почему здесь оно не применилось? Может быть, еще просто стили не применились. Вот. Как хорошо, что мы находимся в Cloud Code именно CLI, что мы видим и можем читать. Готово. Письмо отправлено на проверьте. Пожалуйста, почту, включая папку спам. Окей. Окей. Дает... Ну, хорошо. Тайм-аут я бы, наверное, устанавливал на 50 секунд. Тайм-аут для отправки повторного письма я бы устанавливал там на 59 секунд, а не то, как сейчас. Кстати, спасибо, что ты сделал такой тайм-аут. Я не просил, ты сам сделал. Это классненько, мне нравится. Спасибо тебе. Так, тайм-аут давайте поправим. И перейдем в нашу временную почту, вернуться к списку. И если предыдущая это была просто кнопочка, то сейчас вроде бы мы переписали так, что должна быть и кнопка, и еще ссылка. Я не понимаю, 15.51, 16.04, 16.06. То есть, скорее всего, самое свежее письмо идет вниз. Ну, давайте посмотрим. Нет. Вряд ли. То есть идет вверх, но какая-то идет странная нумерация времени. Или ссылки там действительно нету. Или, может быть, не он управляет, что написано, что шлет сервер. Наверное, это разраб сервера должен делать. Тогда мы берем вот этот вот текст про email. Какие-то восточные символы были вставлены, как будто бы я говорил на иностранном. Так, листаю. Там, где написано email в конце точка. Можно по поиску. Пустить, но вроде бы это совсем недавно было про ссылку. Кстати, я видел такую инновацию, люди также присылают ссылкой. Да, давайте вот это вот скопируем и вставим в наш в разработчика нашего сервера. И если это не фронтенд, не разработка мобилки, а это серверная часть, то тогда уже это другому разработчику мы поручим. И сразу проверим, работает ли это.
потому что потом кнопка «Отправить повторное письмо» уже, ну, не будет работать, я думаю, и мы просто уже не сможем ничего с этим сделать. Ну, то есть надо будет заново регистрировать новую почту. Серверный наш разработчик размышляет, хорошая идея. Стандарт для email flow, добавляю fallback ссылку под кнопкой. Да, то есть это относится к WoW. Также добавил plain text версию письма, поле текст в... Некоторые почтовые клиенты предпочитают ее или показывают как fallback, если HTML отказывается в рендере. Ну и делается деплой на сервак, чтобы все обновилось. Ну и давайте посмотрим, да, то есть вот здесь какая-то странная нумерация и последовательность полученных писем. То есть там 16.06, 16.04, 15.51. Вот мы это все видим. Как будто бы время идет назад, да? То есть как будто бы время уменьшается, а не увеличивается. Так, хорошо. Мы можем зайти сюда и нажать «Отправить повторное письмо», и это уже... О, вы видели, там уже 59 секунд для повторной отправки письма. И письмо какое-то новое к нам пришло. Видите, то есть сам сервис здесь глючит. Они создают виртуальный ящик, и, ну, я так понимаю, что они Ajax там или JS как-то просто во фронтенд подтягивают бэкэндовские данные, и оно здесь не последовательно выводится. То есть как-то там у них логика по-своему построена, и все ломается на уровне выведения, то есть фронтенда. Хорошо. То есть, значит, правильно у нас, во всяком случае, сервер отправляет правильное время. Оно обновилось. И давайте посмотрим. Ну, хорошо, мне на самом деле нравится. Давайте скопируем адрес ссылки и проверим. Да, это полное соответствие этой ссылки. То есть я могу нажать просто «Подтвердить email». И давайте посмотрим, что у нас. Мгновенно у нас это подтянулось. А мне это нравится. Это хорошо, это классно. Это замечательно. Ну, я доволен. То есть мы почистили много моментов. И завершили валидацию имейла до конца. Давайте проверим еще раз, правильно ли это работает. Так. Давайте попробуем стереть это из базы данных, потому что это тестовый email. Тестовый. Удали из базы данных. И давайте создадим какой-нибудь новый временный email. Я так понимаю, что даже если мы пытаемся перегенерировать вот этот вот email, нам все равно там в ближайшие несколько дней будут давать этот же. И просто надо воспользоваться другим сервисом по временному имейлу. Email. И просто в другую ссылку.
Так, сейчас я подтвержу для серверного, чтобы он начал там работать. И вот мы зашли в новый сервис какой-то. Какой-то странный такой же. Email. Нам подходит. Так, кликаем и пробуем ввести этот email. Далее. Новый запрашивает подтверждение. А пароль, ну, используем тот же самый. Отрабатывает. Если назад, то тоже здесь все отрабатывает. Если здесь случайно потом стереть, а пароли не совпадают. И проверка на лету осуществляется. То есть все хорошо. Зарегистрироваться. По функционалу уже прикольно. Мне нравится. Так. Отправить повторное письмо. Наверное, мы должны здесь тоже ввести 3-минутное ожидание. Когда происходит регистрация внутри, и я уже зарегистрировался, то получается внутри сразу есть возможность отправить кнопку «Отправить повторно». Я думаю, что это неправильно. Если мы только что отправили email уже с валидацией, то у человека тоже должно быть, ну, я не знаю, там 1 минута, прежде чем отправить повторно. То есть человек должен видеть, должен успеть прочитать, что мы уже отправили ему письмо, а так получается, что мы уже отправили, и он нажмет кнопку «Отправить еще раз», потому что других опций нету. А так мы дадим ему хотя бы 59 секунд прочитать, что уже отправлено, просто зайди, посмотри и проверь. То есть на отправку повторного сразу после того, как человек заходит в главный экран, в дэшборд, то там тоже эта кнопка должна быть с тайм-аутом 59 секунд. Исправь, пожалуйста. Ну, вроде бы кажется мелочи, но это все нагрузка на сервак. То есть если каждый человек, который будет... Ну, будет классно, если будет много людей, которые будут хотеть регистрироваться, и будет классно столкнуться с такой сложностью. Вот. Но закладывать правильную архитектуру, я считаю, что это моя задача. Как архитектора мобильного приложения. Готово при появлении. Ну, давайте проверим. Ага, ну вот. Да, супер, хорошо. Давайте выйдем и воспользоваться другим. И здесь мы попробуем заново войти туда. Копировать. Молодцы, что кнопочку сделали. Копировать, это удобненько. Вставляем наш email. Нажимаем «Далее». Ну, кстати, приятная там еще анимация такая подгружалась, что частичненько так вот сдвигается. Кстати, обратите внимание, что повторно уже из базы данных подтянулось, что мы уже зарегистрированы. Поэтому у нас не просит повторно пароль, а только один раз ввести и войти, а не зарегистрироваться. То есть это тоже отрабатывает здесь. Показ имейла тоже отрабатывает. Войти. Хорошо. И вот кнопочка уже не активна, то есть мы это проверили. И теперь мы идем... Теперь мы идем сюда и пытаемся обновить инбокс. И здесь есть, да, действительно письмо.
И ссылка, и кнопка. Ну, давайте по ссылке теперь кликнем. Email подтвержден. Можете вернуться в приложение. Ну, как-то нету зелененькой галочки, непонятно для какого приложения. Хотелось бы, чтобы самозакрывалось. Давайте в серваку напишем это все. Мне не хватает какой-то зеленой галочки уведомления, чтобы глаз сразу фиксировал, что все хорошо, чтобы не надо было вчитываться, там просто зеленая галочка, у вас все успешно. Это с одной стороны. С другой стороны, я не хочу эту вкладку еще физически что-то там открывать, закрывать. То есть 10 секунд она повисела, и она должна самозакрыться. Если есть такая возможность. Потому что сейчас это как-то переходится на отдельный URL, и эта вкладка остается активной. То есть если есть возможность сделать, чтобы она как-то по-другому реагировала, ну, было бы классно. Ну, если нет, то что-то сложное делать не надо. То есть так, как есть, пусть будет. Для MVP вполне солидно. Сразу прописываю степень усилий, которые ИИ должен вкладывать, потому что иногда какое-то мое такое вот простое, казалось бы, действие, там запятой не хватает или еще чего-то там связано с редизайном архитектуры и переписыванием кучи всего, и поймаем кучу всяких ошибок, отвалится куча разных функций, то я сразу ему говорю, если сложно, то не надо, если там быстро и просто, то да, давай сделаем, чтобы он понимал, что это не крайняя необходимость, то, что я пытаюсь это внедрить, а если возможно, если просто. Так, он сказал, что работает, но не во всех браузерах, что он попытается сделать автозакрытие, но не во всех браузерах работает, и зеленую галочку добавят. Я не знаю, сработает ли это прямо уже в нажатой вкладке. Значит, вот это первый email, который у нас был. А второй email, который мы тестируем, это вот этот, копируем его. И, ну, потом проверим, то есть не висят ли они в базе данных, чтобы их оттуда подчистить, удалить. Ну, мелочи, конечно, я понимаю, тоже мелочи, но почему нет? Ну, это сайт у нас другой уже. Это у нас сайт вот такой вот. Так, вроде бы все хорошо. Давайте проверим, что здесь будет. Мы просто обновляем. Токен уже использован, поэтому он уже не валиден. Здесь есть хорошая кнопка Change Email. Я так понимаю, что если мы этот сервис покруче, то есть он может пересоздать новую почту прямо здесь на лету. Это интересно. Предыдущий пересоздавал, делал вид, что пересоздает, но на самом деле делал ту же самую почту. Тестируем выход. Email, новый email вводим. Так, запись ведется, хорошо. И пароль сделаем такой же. Тут я уже особо не тестирую, не вглядываюсь, вроде бы все нормально. И вроде бы сюда пришла почта. Мы обновляем инбокс. Прилетело сообщение. Тыкаем на кнопку. Email подтвержден, и
Можете вернуться в приложение. Ну, уже совсем другое дело, нарядней. И сама закрылась. Ну, просто прелестно. То есть вот такие вот мелочи, они делают уровень приятности. И, ну, я доволен как пользователь, что вот так вот обо мне заботятся. И я чувствую заботу, вот, когда вижу такие вот вещи. Это класс. Так, хорошо. Поблагодарим. Спасибо. Работает хорошо. Commit push. Так, и... Наверное, я бы на сегодня остановился. Ну что, я вас поздравляю. Мы сделали много мелких правочек, но вы видите, на что я обращаю внимание, что для меня важно, что я прошу допилить, докрутить, и наоборот, что я оставляю нетронутым, потому что понимаю, что это MVP-ха. Да, то есть вот так вот вы повышаете вашу насмотренность в айтишечке. Желаю вам финансового благополучия, создать ваш продукт IT и заработать много денег. Так что пусть все получается. Спасибо, что подписываетесь, спасибо, что лайкаете, спасибо, что добавляетесь в наше растущее сообщество. Всех благ.